Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и если вы давно наблюдаете за моим каналом, то вы, наверное, в курсе, что я ездила к своей сестре в Нижний Новгород. И была я там на все новогодние праздники. Также хочу сказать, что я, если вы не знаете, живу в Беларуси, и до Нижнего Новгорода 1500 километров. Ехали мы с семьей на машине. И, так сказать, о своей личной жизни, по какой причине мы туда ездили, я рассказывать в своем видео не буду, но хочу рассказать вам немножко о тех магазинах, которые я смогла посетить. Я там была в апреле, но на этот раз я решила сходить в те магазины, о которых я часто слышу на YouTube. Это такие магазины, как Leroy Merlin, это Leonardo, Fix Price, хотя Fix Price на данный момент уже открыли в моем городе. И знаете, в Беларуси они стали очень быстро распространять свои магазины по всем городам. Так что не удивлюсь, если в моем городе откроется еще несколько. Это было бы хорошо, особенно если бы это было возле моего дома. Так что давайте начинать, и начнем мы с Leroy Merlin. Этот магазин находится на въезде Нижнего Новгорода. Мне было очень интересно. Часто мне пишут, что в каких-то городах не могут найти, где пенопласт, где клей, где проволоку, где еще что-то. Так вот, в этом магазине есть все. Не знаю, читала в интернете, что этот магазин есть во всех больших городах, в маленьких не знаю, но аналогами этих магазинов, допустим, в моем городе являются такие магазины, как Материк, Ома, Миля. Это такие строительные гипермаркеты. Также и этот обычный строительный гипермаркет, в котором также можно приобрести мебель. Так как это были уже конец новогодних праздников, в магазине я застала такие товары, как новогодние веночки, игрушки, искусственный снег, тоже все там есть. Там же есть и свечи. Не знаю, почему многие говорят, что не знают, где купить свечи, но мы все живем в разных местах, и не факт, что в каких-то местах есть магазины на самом деле с хорошим товаром. Поэтому там тоже можно найти что-то интересное и присмотреть что-то для своего творчества. Также я заехала в магазин Leonardo. Это такой большой творческий магазин, и, как оказалось, в Беларуси он есть в Минске. Больше ни в каком городе вроде бы как нету. Могу ошибаться, но именно в Бресте его нет. И могу сказать, что этот магазин, в котором есть все для творчества. Самое важное, вы спрашивали меня, где купить молды для фоамирана. Они там есть разные, совершенно разнообразные. Выбирайте тот, который вам нужен, с любым отпечатком, и покупайте. Там есть готовые тычинки, там есть флористическая проволока. Также там есть клеевые пистолеты, и там есть именно тот клеевой пистолет, который у меня в цветочке. Так что, если вы живете в России, то магазин Leonardo, покупайте его там. Конечно, смотрите уже по стоимости, что вам больше подходит, что вам больше нравится. Я, наверное, из тех людей, которые покупают клеевой пистолет по цвету. В этот раз я точно так же приобрела себе клеевой пистолет. Но теперь давайте посмотрим мой пистолет вблизи, я вам расскажу то, что я уже о нем, так сказать, знаю, потому что я немножко им уже попользовалась. Вот так он выглядел, в наборе с ним были клеевые стержни, но что меня очень огорчило, что все-таки даже в магазине упаковка уже была ломаная. Может, это связано с транспортировкой, но это, как обычно, не очень приятно. Вот, я покажу на весь экран информацию по этому пистолету, фирма он Микрон. И все данные, потому что для меня это не столь важно, но, как оказалось, он мощный, и он очень-очень сильно плавит клей. И еще клеевые стержни, которые были с ним в наборе, они прямо прозрачные. Вот чем видно качество клея хорошего и плохого. Мутный клей – это клей с магазина Еврошоп, такой же клей продается и в Fix Price. Поэтому клей, как по мне, он одинаковый, но на внешний вид совершенно разный. Сам клеевой пистолет такого фиолетово-голубого цвета, на нем есть подставка, также есть такая металлическая подставка, это если вы решите использовать свой клеевой пистолет без ножки, могу ее назвать так. Но попользуюсь, могу сказать, что это бесполезная вещь. Во-первых, он переваливается в сторону и не держится, поэтому если кто меня смотрит, кто делает пистолеты, делайте ножку тяжелой. А также в этом магазине есть природные материалы, это, наверное, мой любимый отдел, куда я всегда захожу. Там есть спилы, там есть сизаль, там есть рафия, там есть даже шишки. Но также я там нашла спилы разных размеров, я уже, по-моему, говорила. Там есть и разнообразный фетр с глиттером, с фоамиран. Единственное, я не нашла там гофрированной бумаги. Не знаю, может, просто она у них закончилась и ее там нету. Хотя в моем городе гофрированная бумага продается почти в каждом цветочном магазине, почти в каждом магазине для творчества. Да, иногда бывает, что слабенький ассортимент, мало цветов. Обычно самые новые оттенки очень часто не привозят в эти магазины. У них постоянно самые обычные стандартные цвета, поэтому иногда приходится побегать и поискать нужный оттенок. Ну, я уже говорила, что я ходила в такой магазин, как Fix Price. Мне было интересно, такой же ассортимент привозят к нам в город. В
принципе, ассортимент такой же, но постепенно к нам что-то довозят, когда в России в магазинах это уже есть. И я купила себе вазу гранат. Не смогла я пройти мимо этой вазы, безумно она мне понравилась, она была еще в оранжевом цвете, но красный цвет бордовый как-то ближе, поэтому взяла себе, теперь украшает у меня дом, безумно мне нравится. И после того, как я выставила фотографию в Инстаграм, оказывается, очень многие ее уже себе приобрели. В Нижнем Новгороде есть такой магазин, как Еврошоп. В моем городе этот магазин уже во многих местах. Не знаю, почему про Еврошоп в России мало кто знает, потому что когда я пишу в комментариях, особенно в видео про хлопок, что именно наборы для хлопка я покупаю в этом магазине, на меня странно смотрят и не знают, что это за магазин. Так вот, магазин называется Еврошоп. Он есть в Нижнем Новгороде. Мне кажется, что он где-то между Брестом и Нижним Новгородом еще где-то есть. Ассортимент тот же самый. В этом магазине я всегда покупаю наборы для хлопка. В Бресте, конечно, есть еще другие магазины, где он продается, но именно в этом магазине я покупаю набор, который обычного натурального цвета. Там же есть и красный, и зеленый, и синий, и желтый хлопок, но натуральный цвет найти очень сложно. Называется он как набор для декора. Это ломаный хлопок, не знаю, каким образом они придумали его так продавать. Наверное, части, которые ломались при сборке хлопка, было жалко выкидывать, вот теперь такие наборы. И они, кстати, все ароматизированы. Не видела ни разу, чтобы этот хлопок был не ароматизированный. Он всегда есть с запахом, иногда очень приторный, иногда запах мыла, вот так вот. Какой есть, такой есть. В работе это не особо чувствуется, потому что мы не так много его используем. Также в этом магазине я приобрела себе вот такую птичку керамическую. Она еще была с металлическими лапками, но я их оторвала. Не нравятся они мне. В этом магазине тоже продается разнообразная канцелярия. Себе я взяла блестящий скотч. Очень он мне понравился. Я думаю, что для каких-то работ, для какого-то декора он мне подойдет. И также зажимы. Обычные золотистые зажимы. Я думаю, каждой рукодельнице они нужны. Где-то что-то закрепить, где-то что-то зацепить. Короче, вы поняли. Ну, если смотреть что-то для творчества, то я увидела вот такую лампочку. Это вообще как бутылка, лампочка. Не знаю, может она еще для чего-то другого придуманная. Но я думаю, что если вы так же, как и я, коллекционируете шишки или что-то другое, что требует какого-то хранения, в этой лампочке очень здорово хранить какие-то малюсенькие материалы. Если работая с пинцетом, там можно сделать очень интересную композицию. Я уже думаю над этим, мне почему-то хочется туда вовнутрь напихать какие-то цветочки, сделать их самому, но вставить и вклеить вовнутрь их будет непросто. Но если у меня что-то получится, обязательно вам покажу. Гуляя по самым простым продуктовым магазинам, я нашла орешки. Обычные орешки фундук. Купила их для своих работ. Они стоят там дешевле, чем у нас в Беларуси, поэтому я взяла себе немножко и буду добавлять свои композиции. Ну и немножко расскажу про подарок, который мне подарила сестра. Знаете, самый близкий человек всегда знает, что тебе больше всего надо. Это был вот такой террариум. Теперь мои любимые подружки шишки будут находиться в этом террариуме, будут украшать мою полочку и напоминать мне о самых приятных моментах моей жизни. Если вы смотрели мое видео о природных материалах, то вы знаете, что я коллекционирую шишки и привожу их из разных мест, и мне всегда хочется их где-то и в чем-то хранить, чтобы они были у меня красивые и не валялись по всему дому. Поэтому место для хранения шишек я постоянно ищу. У меня сестра вяжет, и я попросила у нее связать вот такую корзинку. И я буду делать букет, совмещая его с хлопком. Поэтому хлопка я буду делать хлопок, и будем делать букет, будем делать новую композицию. Ну и вот это все, что я вам хотела рассказать. Возможно, эти магазины вам помогут, возможно, в вашем городе есть эти магазины, и вы найдете для себя, для своего творчества что-то там интересное. Надеюсь, эта информация для вас была полезна. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Пока-пока!